Всех приветствую, любители четок и случайный зритель. Сегодня обсудим такой вопрос, что же лучше, мозаичные пины или латунные вставки в наконечники для четок. Люди, которые смотрят наш канал давно, они для себя уже сделали определенные выводы, что лучше в той или другой ситуации для четок. Но по-прежнему очень много людей до сих пор не понимают, что такое пины и зачем они нужны. Мне очень много людей пишут: Сергей, что такое пины? А какую функцию они исполняют? Они делаются там для красоты или для того, чтобы утяжелить наконечник? А что лучше, латунные вставки или пины? Вот как раз для таких людей я сегодня решил заснять это видео. Мозаичные пины — это такой декоративный элемент, который используется ножеделами, как для скрепления рукояти, так и для красоты. Но сегодня идет речь про четки, а не про ножи. И хочу напомнить, что самый первый человек, самый первый мастер, который сделал четки с пинами, это был мастер Валентин, он же мастер ВС. Эту работу я показывал у нас на канале. Обязательно посмотрите это видео, сейчас появится подсказка. Переходите, смотрите на самые первые четки, которые были сделаны с пинами в четочной теме. Благодаря мастеру Валентину четочный мир узнал, что такое пины, и сейчас очень много мастеров добавляют пины в четки. Как делается мозаичный пин? Берется латунная трубка. Трубка может браться из бронзы, из латуни, из нержавейки. И в эту трубочку вставляются другие прутки цветного металла разного диаметра. И складывается такая определенная картинка, определенная мозаика. Отсюда как раз и идет название мозаичный пин. После чего эту картинку, эту мозаику фиксируют с помощью эбоксидки. То есть под давлением заливают туда специальную эбоксидку, чтобы зафиксировать эту мозаику. И у нас получается таким образом мозаичный пин. Поскольку речь пошла за мозаичные пины, я думаю, будет очень кстати сказать за такого человека, как Лев Кравченко. Это мастер, который изготавливает пины профессионально уже на протяжении нескольких лет. И делает замечательные классные пины. Он это все делает вручную. Все пины, которые мы использовали для наших четок, от самых первых до сегодняшних дней, мы всегда брали пины от этого мастера. Он делает качественные работы. То есть мы не где-то там на Алиэкспрессе там, или у каких-то дядек покупаем на рынке непонятных. Мы заказываем у мастера, который этим занимается профессионально и делает эти пины полностью вручную. То есть даже такая мелочь, как пины в наконечниках, у нас сделаны вручную. Если кому интересно посмотреть, какие пины делает этот мастер, то ссылочку на его Facebook я оставлю в описании, в закрепленных комментариях, а также контакты для мастеров, которые хотят заказать себе качественные пины для своих работ. Как вы поняли, пины бывают абсолютно разные. Бывают, которые светятся, бывают, которые не светятся. Их просто огромный выбор мозаичных пинов, поэтому на одном рисунке мы, конечно же, не зацикливаемся и делаем абсолютно разные четки с разными пинами мозаичными. Теперь, что касается латунных вставок и вставок из нержавейки. Смотрите, дорогие друзья, вот у меня есть работа, где есть латунная вставка. Латунная вставка и вставка из нержавейки, она в первую очередь выполняет такую функцию, как утяжелить наконечник. Это самая первая задача. А потом уже для внешнего вида. Да, наконечник будет в разы тяжелее, и внешний вид тоже вот будет посимпатичнее с латунной вставкой или с нержавейкой. Но пин внешне будет, конечно же, посимпатичнее. И вот я вам сейчас наведу такой пример. Смотрите, у нас есть два наконечника одинаковых из эбонита. В один наконечник мы вставляем латунную вставку такого размера 7 мм в диаметре и 2 см длиной. Точно такого размера мы вставляем в другой наконечник мозаичный пин
в диаметре 7 мм и длиной 2 см. Наконечник будет тяжелее тот, где стоит латунная вставка, а легче будет тот, где мозаичный пин. Но симпатичнее будет тот наконечник, где стоит мозаичный пин. То есть, если вам в первую очередь нужно утяжелить наконечник, в таком случае используйте латунную вставку или вставку из нержавейки. Если вам внешний вид в первую очередь нужен, а потом уже утяжелить наконечник, то добавляйте туда мозаичный пин. Да, мозаичный пин, он утяжелит наконечник, это однозначно, но не так сильно, как латунная вставка. Ну и напоследок вам расскажу одну интересную историю от Жени Картавых. Когда-то ему заказали сделать четки с разными наконечниками. Один наконечник он должен был сделать из бильярдного шара Арамид Премьер, а другой из эбонита СССР. Ясное дело, что вес у этих наконечников был разный. А для того, чтобы четки хорошо крутились, у них должен быть баланс. А чтобы был баланс, наконечники должны весить одинаково. Что делает мастер Женя Картавых? Он берет наконечники из арамита, ложит на весы, смотрит, сколько он весит, после чего берет наконечник из эбонита, ложит на весы и вырезает туда латунную вставочку. Ложит на весы, чтобы вес наконечника из арамита и вес наконечника из эбонита с латунной вставочкой был одинаковый. После чего он наконечник из эбонита рассверливает, делает отверстие немножечко больше, чем сама латунная вставка по длине. Туда сажает на резьбу и на клей латунную вставочку внутрь наконечника из эбонита. После чего остается такое небольшое отверстие, небольшая пустота в наконечнике. Он берет и делает заглушку с точно такого же эбонита советского для этого наконечника. После чего ее вгоняет в наконечник, все это снимает, полирует, и получается чистый наконечник из эбонита, без всяких латунных вставок внешне. Но по факту латунная вставка стоит внутри наконечника. И ты смотришь, один наконечник черный, второй наконечник белый из арамита, а вес у них одинаковый. Вот такая вот интересная история от Жени Картавых. Если вы любите четки, если вам интересна четочная тема, обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. У нас всегда найдется что-то интересное для вас. Всем хороших четок, всем хорошей жизни. До скорого!